Мы разрабатывали костюм Чумного доктора 3 месяца каждый день, и каждая встреча заканчивалась скандалами и слезами, потому что все было не то, все было не так, и каждый раз мы были готовы смириться, но мы довели дело до конца. И когда я первый раз увидел Чумного доктора в кадре, в этом костюме, что-то надорвалось внутри, потому что было очень хорошо. Было очень хорошо. У нас была определенная проблема, ну как не у нас, а у создателей фильма была определенная проблема с тем, как перенести персонажей из комикса в фильм, потому что в версии комикса Чумной доктор просто носит масочку из папье-маше и фиолетовый плащик. В этом заключается весь его костюм. А надо было что-то крутое для фильма. Изначально мы планировали очень много вариантов шлемов, самых разных. Один из этих вариантов был целиком полностью металлический, встроенный в костюм, который должен был открываться наружу, как шлем. Но в результате мы решили, что нужно взять что-то от классической маски Чумного доктора и что-то от нового костюма. В результате у него получился целиком полностью механизированный костюм, а сама маска осталась такой, какой она была в комиксе, то есть настоящая старинная маска Чумного доктора. Во время работы над маской была задача сделать ее как бы наиболее анатомичной, то есть чтобы видны были какие-то костяные наросты, впадинки, шрамики и так далее. Из гипса я слепила форму, затем мы на вакуумном станке штамповали сами детали. Затем, когда деталь пластиковая уже готова, мы можем над ней еще поработать с помощью горелки, чтобы какие-то части сделать более выпуклыми, какие-то более острыми, сгладить там углы, либо наоборот заострить. После этого я просмотрела кучу референсов, эскизов, фотографий черепов, костей. И уже мы стали делать тестовые образцы по цвету, по фактурам, из которых были выбраны финальные варианты и использованы уже на маске. Сложность была в том, что я не могла использовать свою привычную технологию производства, потому что маска мне уже была предоставлена готовая, и надо было придумать новую технологию для работы, чтобы создавать все эти фактуры. Процесс создания маски происходит несколько этапов. Я беру готовую форму, наношу на нее эпоксидный материал, которым я создаю текстуры, объемы, какие-то фактуры. Потом я покрываю это акриловыми красками. И третьим этапом было покрытие лаком, чтобы подобрать правильный блеск костей. Всего было сделано 3 маски, одна для общего плана, одна для каскадеров и одна для крупного плана, самая детализированная и проработанная. Это полностью ручная работа. Все сделано вот этими руками. У нас был интересный вариант с перчаткой, где она была детализирована, интересный дизайн был, но дизайн пришлось упростить, потому что в эту перчатку интегрировали огнемет. Самые трудные в изготовлении, наверное, были все-таки огнеметы. Они должны были быть похожими на референс, но при этом туда внутрь, по крайней мере, одних из них должны были вставляться реальные огнеметы. И они были довольно большие и массивные. То есть сначала работа по ним началась с того, что наш инженер Семен начал их уменьшать и пересобирать. По задачам у нас была разработка не только какой-то красивой детальки, которая хорошо в кадре будет смотреться, но также и сложная механика, установка туда огнеметных систем для кадров. С разработкой формы мне помогал мой старший товарищ и партнер Сергей. Он изготовил мастер-модели, по которым мы в будущем при помощи наших станочков делали легкие, удобные вещи. На мой взгляд, получилось отлично. Колбы у нас в заряженном состоянии должны были светиться. То есть, что вот они или готовы сейчас взорваться, или они уже в огнемете и подают топливо. Эти колбы, они использовались как топливо для огнеметов, но можно было щелкнуть и злостно забросить их, как гранату кому-нибудь. Работу с огнеметом мы начали с технического задания, что нам надо было изготовить огнеметы, которые мог бы использовать и каскадер, и актер, максимально безопасные, и чтобы эффектно работали. Во время работы сталкивались с разными трудностями, но в основном самая большая трудность была система поджига этих огнеметов, так как для безопасной работы мы делали их на газу, и газ сбивал большинство видов электрических разрядов, а открытое пламя делать мы не могли, так как с ними работал помимо каскадера еще и актер. Принцип работы: газ от пропана подается в систему внутреннюю, электроклапана распределяют газ на поджигную систему и на основное пламя.
Во время съемок было много сцен с огнеметом, но я бы выделил несколько сцен. Сцены в павильоне из-за сложности, потому что были много очагов возгорания, которые делались с пиротехниками. И то, что в декорации, там картина гобелена было, то есть всю безопасность за сохранность данного имущества надо было обеспечить. Весь огонь в кадре был настоящий, все взрывы также были спроектированы нашими пиротехниками. Кто должен был гореть, горели.